I summarized the 51 mental factors into 6 different groups. Действительно, 51 ментальный фактор я разбил на 6 групп. I didn't tell you each and every one of the 51. I thought that was too much for an hour lecture. Не остановился на каждой из них, потому что я счел, что это слишком будет много и подробно для часовой лекции. I gave you some examples of the first one. Я привел пример первого. The 3rd, 4th, and 5th. 4, 5 и 6 have to do with emotions that are either helpful or harmful. Которые могут быть либо позитивными, положительными, либо отрицательными. I think there was a question in the back, please. Я видел, что хотел вам задать вопрос сзади, в задних рядах. Пожалуйста. There's a question back here, please. Вы также можете написать на листочке свой вопрос, если вы очень стесняетесь, и передать нам, это тоже возможно. Но, пожалуйста, воспользуйтесь этой замечательной возможностью спросить нашего учителя о том, что вас беспокоит и интересует. Пожалуйста. В примере с щетками вы говорили о том, что каждый шарик — это предшествующий поток сознания, символизирует. А что символизирует нить четки? Вы говорили, что каждую бусинку на четках можно соотнести с моментами нашего сознания, моментами осознавания. А с чем можно соотнести ниточку, которая соединяет бусинки? The string represents the connection between each moment of mind. Я думаю, что ниточка будет символизировать связь, которая существует между всеми этими отдельно взятыми моментами осознавания. You see, each moment of my mind has a connection to each other. Связан друг с другом. Similarly, each moment of mind of your mind has a connection to each other. Все моменты осознавания, присутствующие в вашем уме, они тоже связаны. And what's that connection? Что это за связь, наверняка вы спросите? It's the string. Их связывает ниточка. Now, there's an exception here. Здесь, правда, есть одно исключение. People that have psychosis or schizophrenia. Люди, которые страдают психозом или шизофренией, sometimes they get confused. Иногда у них все запутано и смешано. And they think that other people's minds are mixing with their own. Иногда им кажется, что умы других людей смешиваются с их собственным умом. Yes, please. Other questions? Еще вопросы, ребята, пожалуйста. I know the students have many questions. Я знаю, что у студентов, у ребят очень много вопросов, а мне бы хотелось их услышать. Please, no reason to be afraid or shy. Нет никаких причин стесняться, беспокоиться. Yes, please. Я вот читаю в настоящее время, я уже, наверное, 2-3 раз перечитываю книгу доктора Ешен Дандена «Здоровье через баланс. Введение в тибетскую медицину». И вот я позавчера думала о том, формировала свой вопрос, и я сейчас смотрю, что Барри Кервин в очках, и мне как-то немножко неудобно. Но все же я сформулирую так, что здесь говорится о том, что есть ветвь каналов, которая ведет к различным заболеваниям. Так, например, если портится зрение, то оно идет, то это относится к болезни желчи, и оно исходит от ненависти. И вот я хотела узнать, если мы то есть если, видя, что, например, у моего ребенка ухудшается зрение, и у меня раньше плохое было зрение, я проанализировала тот момент, когда это началось, то есть, например, в раннем детстве, когда мы переехали в Москву, я столкнулась, с неким, другим отношением, в школе, и в этот момент у меня, видимо, пробудились эти эмоции неприязни, негатива и, может быть, даже ненависти. Связано ли ухудшение моего зрения, и сейчас ухудшение зрения моего ребенка с
именно с такими эмоциями. Спасибо. Yes, there is a connection between emotions and health. Безусловно, есть связь между состоянием нашего здоровья и нашими эмоциями. Specifically between anger and eyes. И в особенности между состоянием наших органов зрения и гневом. I'm not sure. Not sure. Я лично не уверен, что есть вот такая прямая связь, извините, между состоянием органов зрения и именно гневом. Between anger and the heart. Вот между гневом и сердечными заболеваниями, Definite connection. вне всякого сомнения, есть связь. People that get angry often Люди, которые очень много злятся, tend to have more heart attacks and tend to die early. больше склонны к сердечным заболеваниям и, как правило, уходят до жизни раньше. People that have quite often they have love and compassion in their heart. Люди, которые, в чьих сердцах есть любовь и сострадание, которые полны любви, полны сострадания, They're happier people это люди более счастливые. and on average live longer. И в среднем они живут дольше. People that have a lot of jealousy every day Люди, которые много завидуют или ревнуют, tend to feel contracted or closed, которые чувствуют себя такими сжатыми, закрытыми, and they don't have many good friends, у которых мало друзей, and they may suffer more from depression. и они, возможно, страдают от депрессии. So yes, there are very close connections between emotions and health. Поэтому, да, конечно, есть связь между состоянием здоровья и теми эмоциями, которые мы испытываем. Someone in the back, 2 or 3 rows. Do you have a question? Вот кто-то, кто сидит на третьем ряду от конца зала, у вас есть вопросы? Кто-то нам You can write them. Вы можете If написать, you're more пожалуйста. if you're more comfortable writing Если them, вам так please проще, write вам them хочется and устно pass them давать, ahead. можете вот так передать. Первый вопрос, немножко несложно прочитать почерк, но в целом я понимаю этот вопрос. Как научиться концентрироваться, как научиться вниманию. И в вашей жизни как вы практикуете? So the question is how to learn being more concentrated, being more attentive, and how you practice these things in your own life, concentration and attention. Yeah, wonderful question. Превосходный вопрос. You know, in our modern lives, we tend to be often distracted. В нашей жизни мы очень часто отвлекаемся. We hear a noise from our cell phone and there's a message for us. Зазвонил наш сотовый телефон, или вот пришло сообщение. The phone rings and we pick it up and have a conversation. Телефон зазвонил, мы можем поднять трубку и начать разговаривать. Our mind is thinking of this. И вот наш ум только что думал об одном, or that, а сейчас уже думает о другом. and then something else. Потом что-то третье еще So we возникает. multitask. Мы начинаем быть такими многозадачными, решать множество задач одновременно. And in this kind of environment, our mind